Узнали город на видео? Ну, давайте еще раз попробуем. А теперь... Да, все верно. Это французский Сент-Этьен, который уже третьи сутки гуляет после того, что сотворил Зурико Давиташвили. Ну, в общем-то, я здесь тоже гуляю в Алматы и не могу поверить, как он это сделал. Вот сегодня мы поговорим о хит-трике Зурико Давиташвили, игре Георгия Гвилисиани и новом статусе Вилли Саньоли. Каком? Об этом я совсем скоро расскажу. Пока подпишитесь на канал, поставьте лайк, и мы начинаем. Погнали! Спасибо большое вам всем за пожелание здоровья. Мне уже стало значительно лучше, но, как видите, болезнь еще не отступает. Я надеюсь, что до пятницы, до матча сборной Грузии станет еще лучше и получится уже, так сказать, во всю глотку поболеть за эту команду в матче против сборной Украины. Давайте, прежде чем мы разберем игру грузинских футболистов на минувшей неделе, немного поговорим о новостях, важных для грузинского футбола. Вот, например, важная новость, которой я посвятил отдельное видео, это заявка сборной Грузии на предстоящие матчи. Там я разобрал всех 23 футболистов, каждую позицию, какой будет состав у Саньоли. Если вам интересно, вы еще вдруг не видели, то вот здесь вот вкладочка появится. Пожалуйста, переходите, смотрите. Во-первых, в составе появился Георгий Гулиашвили из Сараева, который на выходных, к сожалению, сыграть не смог, потому что в Боснии там вообще трагедия, стихия бушует, и поэтому все матчи отменили. Но вернулся еще Соломон Кверквелия, защитник. Не все этим довольны, кто-то считает его уже слишком старым для национальной сборной, но тем не менее он в составе. И я напомню, если вы вдруг забыли, что сейчас у сборной Грузии будет 2 матча. Она идет на первом месте в группе Лиги Наций с 6 очками, но еще 4 игры, как бы еще большой путь. Вот сейчас будет первая игра в пятницу 11 числа в Польше против сборной Украины, и потом 14 дома на Месхе против сборной Албании. Это будет классный матч, я уверен, такой яркий, эмоциональный. Конечно же, все мы этих игр ждем с нетерпением. Превью к матчу Грузии и Украины выйдет немного позже на этой неделе. Там же мы поговорим про молодежку, которую ждут уже решающие матчи в отборочном цикле на Евро. И, кстати, есть хороший шанс попасть на второй подряд чемпионат Европы. Но вот если в Грузии попали как хозяева, то здесь можно отобраться. Поэтому не пропустите, разберем подробно составы и обо всем этом поговорим. Вилли Саньоль стал почетным гражданином города Тбилиси. Вы все наверняка знаете, что в минувшие выходные в городе был праздник урожая, День города, Тбилисоба. 2 дня длился этот праздник, и вот в один из дней мэр города Каха Каладзе поздравлял новых почетных жителей города Тбилиси, и в их число попал Вилли Саньоль. И что, давайте порадуемся за тренера. В 2021 году он приехал в сборную Грузии. Мог ли он тогда ожидать, что выведет команду на чемпионат Европы, выиграет группу в Лиге Наций, сможет одолеть Португалию, выйти в плей-офф и там уступить лишь сборной Испании? И сейчас-то, в общем-то, сказка продолжается, да? Вы помните эту песню? Она продолжается, потому что Грузия опять лидирует. И была отдельная пресс-конференция, на которой Вилли Саньоль вообще рассказывал свои ожидания, делился впечатлениями от предстоящих матчей. И вот он сказал, там ему было очень интересно посмотреть, что покажет эта сборная после Евро. И он был просто ошеломлен, удивлен, насколько круто Грузия провела 2 первых матча. Но об этом мы тоже подробно поговорим в превью, поэтому не забывайте, колокольчик, подписка, чтобы не пропустить. Вот мне хотелось бы процитировать слова Кахи Каладзе, мэра Тбилиси, который вручал награду Вилли Саньолю. Хочу представить вам название почетного гражданина Тбилиси, человека, который влюбил в себя всю Грузию. Он не грузин, но он грузин по духу, сердцу, крови, плоти и пониманию. Знаете, мне кажется, отличный тост. Кто-то жаловался, что тост у меня, мол, слабый. Если у вас есть классные тосты для моего видео, пишите. В этот раз здесь вода, просто чтобы я мог дальше с вами общаться. Ну и надеюсь, конечно, что следующий шаг, ответная благодарность, такой алаверде от Вилли Саньоли, это будет квалификация на чемпионат мира по футболу в США, который мы все очень ждем. Ну а теперь давайте разбираться, что сотворили футболисты сборной Грузии за прошедшую неделю на европейских полях. Ну и первая звезда, конечно же, Зурико Давиташвили. Знаете, не буду говорить, что он мне как сын или как брат, но как-то вот очень я за него переживаю с того момента, когда
Проиграли они Ницце 0-8, как-то было больно, а вот до этого вроде Зурико отдал голевую, там первую победу одержали, а у Сент-Этьенна это дела, в общем-то, ну так себе. И вот здесь, знаете, играют против Ассера на своем поле, непростой соперник. И Зурико забивает мяч в первом тайме, забивает красиво. Я, кстати, делал отдельную подборку голов Зурико. Вы смотрели, лайкали, за что вам огромное спасибо. Но, к сожалению, YouTube это все забанил по просьбе французского вещателя. Вот так. Но здесь я попробую голы все-таки вставить. Вот этот самый первый гол. Хорошо убежал. Брал так в сторону мяч, ударил. Ну, вообще красиво, красиво, давайте скажем. И я на радостях полез уже писать на свой канал на ютубе, что, ребята, Зурико забил. Ну, я думал, ну, ладно, ну, забил, ну, 1-0 выиграет, может быть, 2-1 еще кто-то забьет. И, в общем-то, как-то вот выпал из оставшихся минут событий матча. А потом, знаете, решил посмотреть, а что же там, а что же Зурико? И увидел 3-1, порадовался. Но не сразу заглянул в забитые мячи и увидел, что Зурико забил все 3 мяча. Я полез, конечно, эти голы искать, но не мог поверить, ничего себе. Зурико Давиташвили забивает 3 мяча, Сент-Этьен выигрывает 3-1. Он просто герой, король этого матча, король этого вечера. И вот что было на улицах Сент-Этьена, ну, конечно же, это было на улицах Тбилиси, и не в ту ночь, но, тем не менее, я думаю, что-то похожее было в грузинских квартирах Сент-Этьена, а там такие есть, я в этом абсолютно уверен. Пару слов об этой игре нам любезно сказал комментатор ОККО Спорт Влад Прусов, который комментировал игру Зурико в прямом эфире на этом канале. Всем привет! Зурико Давиташвили оформил свой первый хет-трик в карьере, и что самое удивительное, это были его первые голы за Сент-Этьен. Он пришел туда летом, а Сент-Этьен вернулся из Лиги 2 в Лигу 1. И понятное дело, что сейчас команда борется за выживание. И таким командам просто необходимы футболисты, умеющие делать разницу. Давиташвили из таких. Сент-Этьен забил 6 мячей после 7 туров, и в 5 из них поучаствовал Зурико. 2 голевые передачи и хет-трик ворота Ассера. Правда, Давиташвили мог и вовсе оформить покер, если бы не штанга. Самое обидное, что после этого момента своим воспользовался как раз-таки Ассер, сделал счет 1-2, но уже далее Давиташвили оформил хет-трик и пригвоздил команду соперника. Если говорить об игре Давиташвили в Сент-Этьене, он уже новая звезда этого клуба, но ему по-прежнему не хватает стабильности. Надеюсь, что он ее обретет, и ему этого желаю. В целом у Сент-Этьена очень симпатичные фланги. Слева действует Давиташвили, справа новозеландец Бен Олд. Оба яркие, оба, не сказать чтобы забивные, но техничные, умеющие здорово вести мяч. Так что, если у Давиташвили матч не получается, то справа всегда обостряет Бен Олд. А в матче против Ассера они работали вдвоем. Правда, забивал как раз только Давиташвили. Ждем матча сборной Грузии в Лиге наций и посмотрим, как в них себя проявит Давиташвили, учитывая, что Грузия потихоньку становится новой силой. Вот, например, в прошлом цикле они умело переиграли Чехию 4-1 без каких-либо шансов. Ждем также Давиташвили на поле. Bonjour à tous. Thank you for the support. It was a very incredible day and I'm very happy. I'm very proud for my team, for my first hat-trick and we need to continue like this. Thank you. Давайте обратимся к статистике Зурико. Здесь, в общем-то, цифры блестящие. 3 удара в створ, 3 гола. 1 удар в штангу, что, в общем-то, тоже могло быть голом. Там уже вратарь не мог спасти в той ситуации. Это до хет-трика, кстати, было. Ну и помимо этого еще 2 выноса, 2 перехвата и 1 отбор. Здесь подробно вся статистика. Зурико, в общем, красавчик. Оценка 9,4 от Софаскор. И Зурико в сборной тура Лиги 1. Браво! Очень хочется верить, что Вилли Саньоль даст ему игровое время и будет у него шанс, вы знаете, как-то вот все-таки грузины такой народ эмоциональный. И вот когда поймают какую-то свою волну, вот могут продолжать вот это веселье, вот это футбольное веселье, футбольный карнавал. Если вы вдруг помните гол Зурико на том самом молодежном чемпионате Европы, который в Грузии проходил, этот слаломный проход сквозь всю оборону Нидерландов, казалось бы, это не Нидерланды были, а какой-то Гибралтар. Вот может он поймать, когда вдохновение поймает, уверенность поймает, прям праздник его игра. Вот я надеюсь, что Саньоль как-то сможет это использовать в предстоящих матчах тоже. Но, как говорится,
не за реко единым живет человек, и в Еврокубках, к сожалению, таких каких-то ярких событий особо не было, но 21-летний вингер Лаша Адишаря из латвийской команды РФШ, он очень неплохо себя проявил в матче с Галатасараем. Забил решающий гол в матче, сравнял счет. Он, в общем-то, помог своей команде взять важные очки, и это был его дебютный гол на этой стадии турнира, в дебютном матче, кстати. Так что давайте за него тоже порадуемся. Еще один еврокубковый боец – это Гурам Кашия. У него был непростой матч, встреча с Холландом и Гвардиолой. Не так давно Георгий Чиквитадзе имел такой опыт, но у него немного другая позиция. А вот у Гурам Кашия, не было ему непросто, давайте скажем прямо. И все же он лучший игрок в своей команде в защитной линии, несмотря на 0-4. Знаете, сложно говорить о том, что защитник сыграл хорошо, когда команда 0-4 проиграла. Но, тем не менее, если мы не говорим про Гурама Кашия. Давайте посмотрим на статистику, вот здесь она появится. Тоже 5 из 6 выигранных единоборств, 4 отбора, 2 перехвата, 8 выносов, 2 заблокированных удара. Достойно, давайте признаем. Кстати, в матче чемпионата Словакии после этой игры Гурам не сыграл. Не знаю, может быть, выходной попросил у Владимира Вайса, но я думаю, что для сборной Грузии это, в общем-то, плюс. Отдохнувший Гурам Кашия – отличное подспорье в игре с Украиной. И давайте совсем коротко по другим игрокам пробежимся. Жорж Микаутадзе все еще ищет себя в Лионе, и, к сожалению, тренер команды не особо этому способствует, этим поискам. В матче с Рейнджерс, хоть Лион выиграл 4-1, там Микаутадзе вообще на поле не вышел. В матче чемпионата уже время свое получил. Какие-то 7 минут. Что такое 7 минут? Что вы вот за 7 минут можете показать? Я не знаю, набить мяч? Естественно, Жоржу было непросто, и даже никакой оценки Софаскор ему не поставил, потому что 7 минут это ничто. Георгий Гвелисиани какое-то время ломал голову, как ему вообще добираться из Ирана в сторону Польши на сбор национальной команды. Но, знаете, видимо, настолько он торопился, что в своей игре Персиполис уже 90 плюс 5 было, судья все не свистел. Он решил, к черту, побежал, забил гол и принес победу своей команде, представляете? Теперь 2 очка они отстают от лидера, и Георгий, да, удивил, но я уверен, что найдет он способ добраться. Там, знаете, были какие-то ограничения в перелетах, писали про то, что он может и по земле поехать, но, в общем, главное, чтобы доехал. Мамардашвили и его Валенсия сыграли еще один непонятный матч. Почему непонятно? Потому что играли в гостях с Леганесом, такой какой-то командой, знаете, невзрачной, которая только вроде бы вышла в Ла Лигу, а Валенсия матерая, уже столько лет играет, и в Еврокубках не так давно играла. И что они приехали, что они там делали, я не знаю. Опять сонный матч, снотворное. У Мамардашвили 0 сейвов, очень низкая точность передач, что, конечно, меня ужасно тревожит. Там в районе 50%, что касается обычных передач, и примерно 4 из 18, что касается дальних передач. Я даже в прямом эфире смотрел, порой просто вот какой-то бей-беги. Я думаю, что это сейчас самый большой недостаток Мамардашвили, над которым стоит работать. Все-таки вратарь Ливерпуля должен мячом распоряжаться более грамотно. Я думаю, что в премьер-лиге там интенсивность все-таки другая, и за такое будут наказывать, и за такие потери уж точно. Хвича вроде бы сыграл неплохо, и не показал чего-то такого выдающегося, но у Наполи сейчас благо, что есть другие исполнители, которые могут и на себя взять инициативу. Тот же Лукаку, Мактоминой, они исход матча благополучно решили. Хвича там старался, бегал, забегал, открывался, бил, но без результативных действий, и как результат не самая высокая оценка, которую мы привыкли видеть от Кварацхелии. Атар Китайшвили, игрок Штурма австрийского, у него было 2 матча на неделе, и вот первый сложился не самым удачным образом. Проиграли дома Брюгге, второе поражение Штурма в Лиге Чемпионов. Немного грустно, конечно, за Атара. Но, знаете, интересно, что он этот матч сыграл даже лучше, чем второй победный против РБ Зальцбург. Там вообще был счет 5-0, представляете? РБ Зальцбург принципиальный конкурент, а вот Штурма вот так просто разнес, можно сказать. А для Зальцбурга это вообще уже 3-е разгромное поражение. 2 предыдущих были в Лиге Чемпионов. Так вот, у Китайшвили в Лиге Чемпионском матче гораздо больше было перехватов, отборов. И такой вот тоже черновой работы, свойственной для полузащитников. А что касается матча чемпионата, там было все не так ярко. Неуловимого Сабу Гагличидзе наконец-таки поймали.
И сделали это римляне. Матч с Лацио вроде бы складывался неплохо, вели 1-0, но в итоге проиграли 2-1. И у Гагличидзе очень слабая статистика для защитника, практически нет отборов и перехватов. И вообще по оценкам SofaScore он худший в этой линии в команде Эмполи. Здесь хочется сказать, что Саба, ты еще не чемпион Италии, не расслабляйся, продолжай работать, все у тебя впереди. Такой была прошедшая неделя у грузинских футболистов. Спасибо, что провели это время со мной. Я надеюсь, что вам понравилось. И если это действительно так, поставьте лайк видео, поделитесь с друзьями. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Очень важно, чтобы нас было больше, чтобы как можно больше людей знало о том, какие чудеса творят грузинские кудесники мяча. Ну и, конечно, мы ждем с нетерпением пятницы, когда вновь все мы вместе соберемся перед экранами телевизоров. Не чтобы просто выпить чего-нибудь вкусного, крепкого, а поболеть за сборную Грузии. И я надеюсь, что еще одна длинная бессонная ночь в этом году нас ожидает после матча. И все получится у команды Вилли Саньоли. Поэтому за почетного гражданина Тбилиси до новых встреч.